Че там этот магнитофон-то пишет, нет? А? Ну, вроде работает, горит этот огонек-то. Ну чё, Антоха, здорово? Хе-хе-хе. В общем, чё, решил я тебе видеописьмо записать. А то что-то ты там засел на своем этом, не знаю где. Не пишешь, не звонишь, ничего не орешь. Как хоть ты там жизнь тащишь? Ты хоть весточку-то пришли. А то совсем от тебя вестей-то нету. В общем, чё, киноси-то ездил я тут недавно по делам в Ростов. Там надо было по объявлению купить мотоблок. Купил. Ну и ехал, короче, там я недалеко был от своего этого старого села-то. Может, помнишь? Да как помнишь, конечно. В общем, дом-то у нас за долги забрали, а заехать-то хотел пошпионить маленько, как хоть там что, может, что нового. Посмотреть, как там что, дома, дачи, места вообще. Думаю, дай зайду. Ну, так это, показываться-то я им не стал. Так машину там у приезда, у прилесочка оставил за километр, а сам в обход пошел. В тыл соседа, в общем. Вот. Ну, полз я кустами всякими там по полю, за смородиной, за всякими кучами навоза, чтоб, ну, меня просто не видели. Что я там сказал, о, сколько лет не видели, нафиг мне это надо тоже. В общем, корячил за кустами там каким-то ползком тоже, полз. Ну, конечно, к первому дому подполз я уже. Ну, кто там живет? Ну, кто? Конечно же, Клавдия Петровна, это вдова-то, может, слышал. У нее муж, ну, ходил слух, то ли она его траванула метанолом, то ли еще что-то сделала. Потому что, ну, разве мог здоровый, молодой, 93-летний алкоголик просто так откинуться? Ну, конечно, это невозможно. В общем, не знаю, что... Ну, поглядел я так, конечно, что у нее там. Трава не кошена, никакие дела не делаются, мужа нету. Сидит, загорает. Ну, хоть трусы себе постирала, я видел, они висят у нее. Сушатся, ждет, пока высохнут. Потому что, Антоха, 2 трусов это в наше время, вот в кризисное, это не каждый себе может позволить. Это вот только богачи, это вот все их привилегии. Ну чё, никаких дел, все заброшено, угол дома как был, черный, сгнивший, так он и остался. Никаких ни мастеров не нанимала, ничего. Так и у нее все заброшено и валяется. Лежит, одна сиська на левом колене, другая на правом и сидит, загорает. Конечно, можешь ее не беспокоить, там ничего. Но это тоже одна разруха какая-то. Я тоже, что я с ней особо не общался, пополз дальше. А дальше-то кто там? Тоже, чтоб меня не видел. Знаешь, этот Володя-то 3 козявки, кликуха у него была. Одна козявка на носу, другая что-то на губе и на рубахе, прикинь. Володя 3 козявки. Ну дает, все, ходил у меня, траву воровал, прикинь, а зимой снег у меня воровал. Ну это вообще, это надо видеть его. Чудик какой-то живет с мамой, так он и живет. Ничего никакого. По хозяйству тоже что-то ничего не делается. Все мать там его обстирывает, обделывает, убирает, все за него. В общем, что с него взять? Ну я с ним корешился, с ним все это общался, решил, думаю, дай зайду, что хоть у них там поменялось. Ну, к крыжовникам, там забором я, чтоб он не видел, думаю, в дом зайду, хоть гляну. Ну, захожу, что-то там, все у них грязь одна какая-то, все не прибрано, хоть, ну, все, одна мать не справляется, он даже табуретку отремонтировать не может, ну, что это за дело? Вот. И я так это пошпионить решил, маленько захожу, гляжу, у них диваны какие-то старые, пролеженные прям до пола. Какая-то у них там вообще шерсть собачья, у них не было никогда этой собаки вообще. Откуда это все взялось? Ну, тоже думаю, к херам это все. Пойду это погляжу, что там в комнатах. И слышу... А Володя-то проснулся вроде, уже, 2 часа уже пора вставать вроде, ну как.
И слышу, ну, топот какой-то приближается. Ну, я щеманулся, короче, в первую дверь влетел, которую только увидел. А это, этот чулан оказался, или темная, не знаю, что там у них. Ну, с заготовками там я забежал и притворился этой банкой с вареньем. Короче, думаю, не заметит. Сижу и слышу, шаги-то приближаются. Блин, ну вот неудача ко мне. Сейчас чулан как запрется. И в натуре, как смотрю, как заходит. Думаю, ну все, сейчас заметит меня. Ну, я трухнул там маленько, думал, что это такое. Ну, он виду не подал, он думал, как банка, что ли, взорвалась с огурцами. Ну, было похоже, было похоже. Ну и смотрю, я тогда еще не понял, заметил он меня, не заметил, это я уж тебе так сейчас рассказываю. А смотрю, полез он, короче, думаю, ну за ружьем полез, что сейчас меня стрелять будет. Достает он эти батарейки. Я думаю, а что у него ружье-то батарейками стреляет, что ли? Не допер еще тогда. И гляжу, он выходит, меня не заметил, виду не подал, выходит такой на участочек. Я в окно за ним гляжу так, что это он там делает вообще такое. А смотрю, он с металлоискателем ходит. С металлоискателем. На пяточке, где я раньше кольцо серебряное потерял, он ходит, ищет, наверное, уж 16 лет его ищет. Ходит, чекает что-то. Думаю, не знаю, вот это вот он поднялся, да, где-то металлоискатель себе намутил. Сейчас он из Руси-то все золото как вытряхнет, и что, нам-то ничего не оставит. А смотрю, минуточек через 15, он что-то ковыряется там в земле. Гляжу, бинокль свой, достаю этот 100 тысячкратный, который из Китая за $2 заказал. Смотрю, а он копейку нашел какую-то, знаешь, вот эту вот. Копейку 1700 какого-то года. Она знаешь сколько стоит? Сейчас вообще это редкость, раритет. Вообще на них дом можно построить. Смотрю, думаю, ну все, ну надо его пойти оглушить что ли или что, не знаю, отобрать эту копейку. Он-то еще себе найдет, а у меня-то нету. И оглушить. А потом думаю, а что я буду за одной копейкой? Пусть он хотя бы горсточку соберет этих монет, и я его уж тогда, вот тогда и пойду с ним разговаривать. Ну вот, проследил я там за ним. Ушел тоже, думаю, что пособирает, так приду, вернусь еще потом. Ну, так это тоже кустами прополз за забором. Гляжу, а там дачники живут. Ну, ты помнишь, да, этот дом-то? Дачники, все какие-то суетятся, все что-то уезжают, приезжают. Ну, москвичи, наверное, я не знаю. Да, москвичи точно, я помню тогда. В общем, тоже на них поглядел, у них все так обкошено, все так цивильненько, они приезжают, делают. Сын у них там есть, Леха, он здоровый кабан вообще, как эта кликуха у него была, качок с кабачком. В общем, в двери боком проходит, такой здоровый. По участку им тогда навозу привезли на тракторе телегу, так он ее по участку руками толкал. Дрова тоже руками. Все, ну ты представь тачку от трактора руками. Он такой здоровый вообще кабан. Я помню, когда еще на майские праздники как-то они приезжали, ему не сказали, где гряда заканчивается. Так он все через участок, через поле к лесу скопал. Я сам-то у себя на участке сидел с топором, дрожал, думал, не дай бог ко мне он явится. У меня все чистенько, благородненько, он скопает. И ему не скажешь, как ему скажешь. Это что-то страшное было. Но он маленький-то когда был, он прикольный чувачок был. Мы с ним как-то ходили на ферму, где коровам искусственное оплодотворение делали. Как-то так получилось. Ну и он говорит этому ветеринару: ты чё? Сперва и надо кунилингус сделать, прежде чем оплодотворять. Ты шо, не знаешь, что ли, об этом? Ну такое отколол, что там вся деревня хохотала. Кто хоть его 8 лет такому научил, это что-то нереальное. Ну вот такой был паренек. Ну здоровый стал, лось вообще вымахал. Издалека его видно. Тоже, я с ними особо не общался. Ну, видел, что они шашлыки делали себе. Да и иномарку себе новую купили. Знаешь, эту
новую, блестящую, такую красивую. Посмотрел. Молодцы. Ну, пополз я дальше тоже там сзади этого участка. Кустами за березы, за старым гнилым домом все пробежал. Ну, а там кто у нас? Там у нас богач, наш это деревенский. Он купил себе поначалу-то дом старый разрушенный, его снес, а себе отгрохал кирпичный, трехэтажный. Сараев себе настроил, всяких баню с бассейном он себе. Ой, у него там было вообще всего, самый-самый участок на весь край. У него 5 спутниковых антенн на доме. Он мне как-то говорил, что у него 3000 эротических каналов. 3000. В 3D даже есть. У него охрана на участке. Он меня тоже еще приглашал. Говорит, пойдем, это я тебе покажу, эти каналы все. Но я что-то так смотрю, до сих пор что-то он один сидит, на кусте смородины щиплет эти ягодки, что-то никого не нашел себе, видимо, так один он и есть. Так что я к нему, ну и тогда он был один, я к нему и заходиться-то не стал, потому что мало ли что, эти, какой там, может, или его, или мое лицо хрустнет в итоге, эти все вот гулянки к одиноким мужичкам в возрасте добром не заканчиваются. В общем, ну он поклевал этой смородины или что он там, крыжовнику, что ли, не знаю. Сел Мерседес тогда и уехал. Не знаю, как он там один. Может, включает свои эти каналы 3D, да с охранниками развлекается. Я уж тоже особо суваться к нему не стал, раз охрана прочапал к себе дальше. Ну, дальше-то ты знаешь, Антоха, что моя изба стоит старая, ту, которую за долги отобрали. В общем, никто там не живет, никого там нету. Хоромы мои стоят. Я хотел пол сменить в бане. Сменить пол, а то прогнили доски-то уж совсем. Доски в сарайке так и лежат. Никому, видимо, не надо это все. А ты помнишь вообще, какие времена-то были? Помнишь, как ты к нам летом приезжал? На лето тоже все. Моего деда учил яблоки собирать. Выбери, дед, любое яблоко с яблоней. Он говорит, вот то хочу. Говорит, ну давай сейчас. Яблоню потряс. Все упали, все осыпались, кроме того, что надо. У нас в то время затылок от затрещин не заживал. Ой, Антоха, не заживал у нас с тобой. А ты помнишь вообще, Антоха, как было-то? Ты как-то что-то ехал на велике такой, говорит, ну-ка смотри, что могу. Раз, как рыпнулся. Что-то то ли переднее колесо хотел, то ли прыгнуть как-то. И как передним колесом в яму угодил. Все зубы к херам, все там в этой яме и оставил. Вот в этот-то момент я и придумал свою вот эту вот коронную фразу. То ли это ветерок твои губы колышет, то ли это ты кричишь мне, а я тебя не слышу. Вот. Это оттуда все и пошло. Ох, этими яблоками мы объедались. Это вообще... Я ел яблоки, ел яблочный джем, яблочные пироги, яблочное там, пюре. Все. Я уже сам к концу лета становился как яблоко. Круглым и красным. Это надо было видеть. Так-то вообще было здорово. А сейчас кому это, кроме меня-то, никому и не надо. Видишь, уже столько лет прошло, а там нет никого. Я думаю, может, сейчас вот поднакоплю деньжат-то, да выкуплю обратно этот участок. Потому что, ну кому это, кроме нас, надо? Ты же понимаешь, да, Антоха? Кстати, не забывай, ты думаешь, я это забыл, да? Ты мне 60 рублей торчишь, так что это надо будет встретиться. Ты, думаешь, от меня так легко не отделаешься. Так что вот смотри, выкуплю я этот дом, скоро может. Ехал все в машине, думал обратно. Помнишь, Антоха, как в той песне-то?
У каждого из нас на свете есть места,